Здравствуйте, Евгений. Спасибо за ваше участие в программе Into Up Startup of the Week. Как ваши дела? Дела хорошо. Мир сегодня знает вас не только как успешного предпринимателя, создателя одной из крупнейших в России, да и в мире, наверное, сети салонов сотовой связи Евросеть, но и как создателя нового лондонского проекта Hedonism Wines. Расскажите, что из себя представляет ваше новое начинание и как вы к этому пришли? Я сам себе задавал вопрос, чем я хочу заниматься во второй половине жизни. И я много времени могу проводить в музыкальных магазинах и в магазине с алкоголем. И я подумал, что было бы здорово. Мне показалось, что есть ниша над рынком, то есть есть надрыночное пространство, которое недостаточно освоено. И мы 2 года назад решили сделать самый лучший винный магазин в мире, и практически месяц назад его открыли. Вот в эту пятницу будет месяц, 4 недели. Вот как-то так. Евгений, так как Hedonism Wines располагается в Mayfair, это один из лучших районов Лондона, вот скажите, насколько благоприятна ситуация в Лондоне для создания магазинов, для открытия бизнеса? Оно долго и дорого. Вот кроме того, что оно долго и дорого, все остальное очень благоприятно. Евгений, но вот в целом Hedonism Wines, он принципиальнейшее отличие от других винных магазинов Лондона. Он сделан перфекционистами для таких же перфекционистов. Это идеальное место. Он просто лучше по многим показателям. По месторасположению лучше, по ассортименту лучше, по обслуживанию и знаниям продавцов лучше, по атмосфере, нахождению, по расстояниям между прилавками, по удобству, по всему лучше. Мы лучше, чем все. Просто мы сделали самую лучшую вещь в этом сегменте. Говоря о перфекционистах, я, насколько знаю, вы работали вместе с Артемием Лебедевым по созданию веб-сайта. Да, и он еще не готов, но здесь проблема на нашей стороне. IT не моя сильная сторона, и оно как-то своим чередом медленно движется к успеху. Каково вам работалось с Артемием? Это будет долго, дорого и охуенно, поэтому задание написал 2 года назад, за 2 года до реального открытия магазина, и заплатил больше денег, чем это логично, это было бы логично, потому что действительно очень дорого. Он полностью оправдывает свой слоган. 2 дня назад в британском издании The Telegraph там была написана статья про ваш магазин, про вас, и автор Виктория Мур, она привела определение слову гедонизм. Она сказала, что это доктрина, предусматривающая высшую мораль в познании жизни в удовольствии. Что такое гедонизм для вас, и почему, собственно, магазин называется Hedonism Wines? Как нашли это слово? Слово мы нашли я нашел когда читал testing notes Роберта Паркера. И там он этим словом награждает наилучшие вина, которые именно несут в себе вот именно то самое удовольствие. Наивысшее удовольствие. Наслаждение, если можно сказать. И изначально, я вот сейчас буквально сегодня вспоминал, мы хотели магазин на Бонд-стрит и хотели назвать Бонд-стрит Wine Shop, но это так достаточно скучно. Вот. Оказалось, что hedonismwines.co.uk пустой, свободный, и hedonism.co.uk оказалось тоже достаточно было легко приобрести, несложно. И мы приобрели их. Что знали об этом слове, об этом понятии? То, что это есть курорты, где все предаются какому-то разврату. Однако, если прочитать про эти курорты, это трехзвездочный отель без холодильника в номере,
и где запрещен публичный секс, где траву они через забор покупают, и иногда где-то только вечером, может быть. Ну да, понятно, что там можно там, ходить топлес, но где нельзя ходить топлес? Ну, кроме, конечно, Великобритании. Вот где здесь нудити есть. Вот. И так как если взять нашу религию христианства, особенно нашу православную версию, ортодоксальную, как ее здесь называют, то у нас вообще все строится на страдании, и основная мораль, что ты будешь прощен за грехи, которые тебе изначально даны, пройдя через страдания. А доктрина гедонизма – это абсолютно обратная концепция. Жизнь человеку дана для удовольствия, ее надо провести в удовольствии и стараться от страданий, от болезней, от переживаний уходить, избегать их. И предаваться наслаждениям, так как человек так устроен. Это высшая моральная цель – прожить хорошо, весело, все интересно, да, все попробовать, везде побывать, развиваться, многое уметь и так далее. Евгений, говоря о будущем Hedonism Wines на перспективу 2, 3, 4, 5 лет, какие у вас планы? Вряд ли кто-то может сказать, что есть какой-то магазин лучше, чем Louis Vuitton здесь. К примеру, да, что вот есть какой-то вот он принципиально лучший. То есть, если ты хочешь делать какую-то фэшн-историю, то невозможно ее сделать без оглядки на Луи Вуттон. Если это такой что-то от кутюрное, не такой не прогрессивный фэшн, а такой классический. Невозможно делать магазин не проанализировав, что сделано в лондонском Луи Вуттоне. Также и мы хотим быть определенной такой высокой планкой, до которой дотянуться невозможно, но возможно понять, где ты будешь в отношении этой планки. Пример для подражания, наверное, для зависти, подражания и желания прийти, желания что-то там скопировать. Мы например, у нас можно все фотографировать. Мы даже за то, чтобы у нас все фотографировали. То есть, если нас будут копировать, мы будем очень рады. Когда это глупость не давать себя копировать. Потому что, если тебя копируют, значит, ты как альфа-журавль впереди клина. Или косяка уж, извините. Опять что-то. Но скажите, с момента открытия Hedonism Wines было очень много позитивных отзывов. Был ряд критики тоже со стороны многих британских таблоидов. Приведите, пожалуйста, пример критики. Смотрите, иногда в критиках, в блогах я читал, многие люди пишут, что очень трудно конкурировать там с какими-то большими компаниями, да, с мастодонтами винного бизнеса Англии, что трудно именно понять публику и так далее. Вы что обычно отвечаете как лидер проекта этим людям? Это не критика, это сомнение. Критика, когда говорят, что у вас плохие продавцы, у вас нет... У нас нет Гленморрендж 25 лет, 25-летнего. Он просто сегодня пришел. Вот это, например, что меня не обслужили, или у вас слишком жарко для такого вина. Вот это критика. Или у вас очень однобокая коллекция, или
вы написали все на русском и существуете только для русских, или вы сами бразильцы и существуете только для бразильцев, или вы там жители Индии и у вас пахнет карри. Вот это критика. А это сомнения. И эти сомнения, их развить можно только продавая. И да, концепция существует, но она, как я уже сказал, не такая жесткая и не такая большая, как казалось бы. В секторе 10 фунтов, вот там жесточайше идет Рубилова. Потому что там огромный объем, и там можно работать миллиарды. А здесь такая работа более тонкая, тяжелая, можно сказать, так кропотливая. Поэтому и миллиардов, здесь заработать миллиарды, придется идти в народ. Ну, может быть, да, может быть и нет. Поэтому здесь не такая конкуренция, как это может показаться. Поэтому на эти возражения мы ответим своими продажами. Скажите, какая разница между российским рынком и британским рынком в плане именно культуры потребления или в плане именно культуры обслуживания в бизнесе? Интересует Москва, центр Москвы или Россия? Давайте возьмем Москву и Лондон. В Москве кое-где до обслуживания получше, и магазин можно сделать побыстрее, и мы, россияне, перфекционисты, мы любим больше, выше, сильнее, ярче и так далее. Большинство магазинов здесь ограничены там planning permission'ами, лицензиями. Вот. В России же за это все можно заплатить и дать взятку и сделать так, как ты считаешь нужным. Поэтому многие магазины симпатичнее, больше, краше. Вот. А кое-где даже обслуживание лучше и быстрее. Средний уровень обслуживания лучше в Лондоне. Если взять верхний сегмент, он лучше в Москве. Наверное. Я не был 3,5 года, не могу утверждать. Ну, в любой час отъехать от центра Москвы, и мы попадаем в советский кошмар, где еще достаточно долго там поколение потребуется, смена поколений, чтобы что-то произошло похожее на то, как это должно быть. Вообще, с точки зрения сервиса, Лондон не лучшее место. С точки зрения там какого-то серьезного ритейла и продаж каких-то серьезных больших вещей, вот у нас наши соседи в этом же здании центральный магазин Porsche, а в 2 минутах продаются Bugatti, Bentley и Rolls-Royce. Самый такой магазин, который продает Bentley больше всех в мире. Но опять-таки не сказать, что идеальное обслуживание в целом. Ну вот в Bentley там нормально, а в Rolls-Royce, например, очень заносчивый какой-то дяденька. И, вот мне, во всяком случае, попался. Вот. И рестораны очень, очень по-разному обслуживают. Иногда ждешь, они такое пафосное такая пафосная самовлюбленность у них. Вот. Лучшее место по обслуживанию — это Гонконг. На мой взгляд, опять-таки. И вот до Гонконга и Лондона далеко, а России и подавно далеко. Скажите, Евгений, что вы больше всего любили делать в детстве, когда вам было лет 8-9? 8-9? Это какой? Где-то 2 класс, да, получается? 2, 3? 2, 3. Пожрать я люблю. Понятно. Я люблю пожрать, а еще девчонок. Нет, девчонок еще нет, а пожрать, да.
О, нет, я обычные детские радости. Покупаться, да, покупаться, пожрать, погулять, побеситься там, покуролесить. Скажите, У меня была коллекция спичечных коробков, но в 9-10 она еще была, она апогея своего достигла лет 12, наверное, мне было. 13, наверное, даже. Вот, и я из них строил башни, а также устраивал баталии из танчиков. Я делал из них танчики и выступал полководцем с обоих сторон. И одна из сторон побеждала всегда. Брала тех в плен, и потом, соответственно, положено, пленных отправляли в концлагерь. а скажите, вот вы учились в школе, закончили школу, пошли в институт, закончили институт, поступили в аспирантуру, защитили кандидатский минимум, насколько я знаю. Вот в целом роль образования, академического образования для карьеры интерпренера, предпринимателя, насколько она важна? Да, очень, очень хорошие там. Но сейчас практически уже все растерялись, а в первое время совершенно замечательные собутыльники. Есть о чем хоть поговорить с людьми. Потому что в школе, я в школе дураков, и там половина людей, мне кажется, уже спилась. Вот. И нет, конечно, нет, там были замечательные люди, но в целом в таком достаточно рабоче-крестьянском районе. Среди успешного юго-запада какой-то был у нас рабоче-крестьянский такой район. И, в общем, школу называли, как я потом уже узнал, школу дураков. А я не мог понять, что не так. Вот. А какой вопрос был? А вопрос в целом роль академического образования для предпринимательства. Ну, да, я вспомнил. У меня то, что я закончил, это экономика управления на автотранспорте. Какие-то, с финансами я и так дружу не очень здорово, да, иногда совсем не дружу. Вот, с IT я вообще не дружу. В общем, то, чему я там учился, напрямую не пригодилось. А то, что вот я общался все это время с умными, интересными людьми, наверное, это даже больше пригодилось, нежели то, чему нас учили. Если бы не предпринимательство, в чем бы вы хотели еще преуспеть? Какую другую карьеру построить? А я не хотел никакой другой карьеры строить. Вот у меня был буквально 2 года назад чистый лист. И я с чистого листа решил заняться опять ритейлом. У меня был разговор с Борисом Березовским. Он меня спросил: ты вообще, у тебя достаточно большой политический потенциал. Это было там 2 года назад. Грех его растрачивать. Лучше, он рекомендовал мне заниматься политикой, так по-серьезному. На что я ему ответил, что я хочу посвятить вторую половину своей жизни розничной торговле. Он смеялся и пару раз мне это напоминал. И в прошлый раз, когда мы виделись на митинге, он мне это напомнил тоже. Так. Вот, и в итоге то, что я ему сказал, то я и сделал. Вот месяц назад лучший магазин мы открыли. И он это, кстати, тоже признал. Евгений, вам очень часто задают вопросы характера, какая ваша любимая книга или какая книга повлияла на вас в большей степени. Вы часто даете различный список книг, и вот 2 из них фигурируют очень часто. Первая это Айзенбаум, который известный в мире как Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи». И вторая это «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона. Вот почему эти 2 книги? В чем их особенности, почему предприниматели должны их читать? «Теряя невинность» просто похоже, как мы делали какой-то бизнес, и мысли, чувства, такое стремление вперед и вверх, она очень полезная просто для людей. И еще я бы добавил
добавил вот Максима Хотина про книгу «И ботаники делают бизнес». Тоже именно переживания и мысли человека, который открывает первый раз компанию. Вот он в Сыктывкаре делал книжный магазин в условиях страшенного ограничения денег. Мы здесь сделали, в принципе, в деньгах не нуждаясь, шикарный магазин в Лондоне. А мысли и чувства те же, практически те же. Вот, поэтому ее еще можно посоветовать. А Айн Рэнд, тогда, чтобы ты просто понимал, что то, что в твоей голове рождается, что твое это твое навсегда, и что у тебя есть абсолютное право на результат вот своего труда, и что ты можешь свое никому не отдавать. И что ты так думаешь не один. Что есть еще люди, которые думают так же, что эти люди существуют. Это очень важно для большей уверенности в себе предпринимателей. Просто очень важно. Она обладает... Книга не идеальная, да? Там очень много повторов, там не просто читать. Но это лекарство, она обладает терапевтическим воздействием, и ее читать надо. Это как пилюля, которая может быть не покрыта сладкой оболочкой, может быть даже слишком сладкой, может быть она невкусная. Вот, но ее надо прочитать, потому что она улучшает состав крови. Если говорить о будущем на ближайшие 10-20 лет, какие индустрии в мире, вот вы думаете, в каких отраслях экономики и бизнеса будут делаться новые состояния? Где появятся новые Ротшильды в ближайшие 10-20 лет? Выглядящая один в один черепичная крыша, очень крепкая. Я отвечаю на этот вопрос 11 лет одинаково. Черепичная крыша, выглядящая как черепичная крыша, представляющая из себя солнечную батарею. Я в 2001 я хвастаюсь, что я это понял в 2001 году. Но ничего, правда, для этого не сделал. И батарейка, на которой заряжается, которая работает в мороз и которая заряжается в течение нескольких минут, чтобы батарейка в машине. Вот кто сделает батарейку в машине, это... Мы используем только электрокар. У нас багги. Используются только багги в компании. Мы делаем доставку на... такой багги 650 килограмм можно привезти. Вот. Мы не палим нефть. Ни фунта Роснефти. В одном из своих интервью медиаресурсу Terrafirma вы говорили о стартапах и о полезности вот этого института инвесторов. Никогда не хотели бы стать бизнес-ангелом или ментором или инвестором в какие-то стартапы? Я сам себе бизнес-ангел. Понятно. Я придумал и потом встретил единомышленников и сюда же и вложил деньги. А что в наше время должен делать студент, учась в институте, чтобы после того, как он вышел с этого института, ему было легче преуспеть в жизни и в бизнесе? Он должен не перестать слушаться. Понятно. Ага. В момент надо слушаться себя. Евгений, в заключительной части нашего интервью мы всегда предстаем, мы по-разному называем эту рубрику. Вообще-то это Table Tennis Questions или как бы блиц-опрос. То есть мы будем давать несколько сразу опций как вопрос, и вы будете выбирать одну из них, которая вам по душе. Стив Джобс или Билл Гейтс? Ответ понятен. iPhone, BlackBerry или HTC? Тоже ответ. Чай или кофе? И то, и то. Для разного, для каждого свое. И то, и то. Я очень люблю чай и очень люблю кофе. Сходить на вечеринку или остаться дома? Дома. Мерседес или BMW? Каждый в душе Сидвиш, на деле Иосиф Кобзон. Дома есть BMW, вот, а реально водитель меня возит, не на моем, а на своем Мерседесе. Потому что у него Мерседес.
Наш проект Intuap, его смотрят люди со всего мира, многие из них хотят начать какое-то свое дело, стартап, что-то еще, но у них какие-то сомнения могут быть. Вот что вы им скажете? Сейчас. Соберись, тряпка. Не ссы, все получится. Это был, есть и остается Евгений Чичваркин из самого лучшего винного магазина Hedonism Wines, который находится на 3.7 Дэвис-стрит в Mayfair в Лондоне. И специально для Intuap но Пасаран, свобода пусть рает, за Россию без Путина. Слышали, да, звук? Да. Да. Это у нас один сотрудник застрелился.